Привет всем! У нас прогноз неделька с 17 по 23 января. У нас будет с вами 4 варианта. Первый цитрин, второй белый хрусталь, третий у нас лазурит и топаз. Можете выбрать по цифрам, можете выбрать по камушкам. Что вас ждет с 17 по 23 января? Выбирайте, пожалуйста, ваш вариант. У нас будет расклад на Таро, сюрприз, неожиданность на Ленорман, советы от оракулов, и в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Хорошо, если вам нужно больше времени, останавливайте. Мы начнем с первого варианта для тех, кто выбрал цитрин. Давайте посмотрим, что вас ждет на недельке с 17 по 23 января. Единички. Что у вас будет в любви, в отношениях, с финансами, в работе. Мы получим совет, предупреждение от Таро. Ну и, как я уже озвучила, оракулы и маятник. Первый вариант цитрин. Неделька с 17 по 23. Что у вас будет происходить в начале этой недели? Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас? И для тех, кто в поиске работы, вашей перспективы. Финансы. И что вас ждет в конце этих 7 дней? Так, сейчас пониже чуть-чуть опущу. Сюрприз, неожиданность. Нет, не сюрприз. Совет или предупреждение от Таро. Да, у вас 3 пажа в раскладе на этой неделе. 4 пажа. Ну, пажи, как правило, это какие-то шансы. Сейчас будем смотреть. Шансы по работе, заработать. Может быть, по любви, да, знакомства, общение, коммуникации, обучение, может быть. Сюрприз, неожиданность. Первый вариант цитрин. Или на чем-то Ленорман вам сделает акцент. Да, здесь как сюрприз, неожиданность. Смотрите, может раскрыться какой-то ваш секрет. Тут или ваш секрет, ваша тайна может открыться. Здесь может быть нарушение какого-то не баланса, а гармонии. Гармонии и спокойствия. Но и вы можете узнать чей-то секрет. И это тоже нарушит гармоничные отношения с кем-то. Еще здесь может быть какой-то проект, то ли вас куда-то пригласят, то ли вы можете начать вот по пажу, да, пажи, что пажи это не только шансы, но еще это помощь. Здесь вы можете найти покровителя, человека, который вложится в какие-то ваши задумки. Тут по крысам или вы потерпели ущерб, крах, может быть, каких-то начинаний. Или это денежные потери и невозможность реализовать то, что вы хотели. Потому что в деньгах здесь тоже пятерка. Это кризис. Но или это могут быть вышестоящие люди, или это может быть какое-то властное лицо, покровитель, но еще могут быть родители. У кого-то может открыться, не открыться, а диагноз какой-то. У старшего поколения могут поставить диагноз, есть какое-то заболевание. Но смотрите, по крысам, как правило, это что-то в начальной фазе. То, что поддается исцелению. Но здесь нельзя тянуть время. Потому что все-таки на дне еще у нас медведь. Медведь это может быть здоровье вот старшего поколения. Медведь это родитель, да, это мама, папа. Это еще какое-то властное лицо.
который может помочь вам. Вот медведь иногда показывает материальную помощь или хороший куш. Хорошо, в начале этих 7 дней у вас ложится паж кубков. Ну, здесь могут быть какие-то приятные новости. Может быть, новости связаны, например, с вашими детьми. Или вот эта чаша, это может быть знакомство у кого-то. Вот здесь страшный суд, тут перемены грядут. Паш всегда несет какие-то комплименты, приглашения на свидание, влюбленность. Может быть, опять же, предложение там, дружбы или возможность с кем-то помириться, если вы были в ссоре. У кого-то может быть новость о беременности или сообщение о том, что кто-то собирается в вашем окружении вступать в брак. Это могут быть ваши родственники или друзья. Еще вот этот кубок показывает, что есть у вас какой-то проект, план, мечта, замысел, который вы хотите воплотить. Но пажи, я говорю, это незрелость. И может быть проблемы с финансами. Да, задумок много, но для того, чтобы реализовать, вот может быть вам нужно будет закрепиться чьей-то поддержкой. То ли это какой-то человек поможет вам воплотить это в жизнь. Может быть, какой-то, я говорила, это посторонний человек. Но здесь вы должны будете просто его заинтересовать, что он на вас финансово заработает. Ну или это кто-то старший по возрасту. Ну еще пажи это дети, это может быть заниматься вопросами ребенка, какие-то кружки, секции, вот возить. Потому что для тех, кто в отношениях в браке или там у кого крепкие отношения, здесь может быть вкладываться в обучение детей, может быть какие-то курсы, репетиторы, для того, чтобы ребенок получил хорошее образование. Но для этого нужно будет тратиться. Также это может быть вкладываться в недвижимость. Может быть, вы сейчас подыскиваете участок земли для строительства. Или подыскиваете какое-то жилье. Но, скорее всего, оно еще потребует от вас вложений. Может быть, это вложиться на этапе строительства. Там только-только заложили дом. Вы вносите первый взнос, например, на квартиру. Вообще паж Пентакли вот на любовь и чувства всегда показывает, что есть крепкая основа для развития ваших отношений. Если, например, вы недавно познакомились, может быть, у вас сейчас встреча, приглашение на свидание, то есть база для дальнейшего развития ваших отношений. А для тех, кто в поиске любви, да, здесь перемены грядут. То есть здесь у кого-то может быть знакомство, только-только зарождение, приглашение на свидание, признание в любви. То есть страшный суд всегда говорит о выходе из периода одиночества. Но все-таки это старший аркан, он всегда говорит, что у вас выпадет шанс встретить свою вторую половинку. Но знаете, иногда еще эта карта говорит, вот вы были с кем-то в ссоре, вот в начале этих 7 дней вы можете помириться, и ваши отношения возродятся снова. То есть, может быть, были какие-то вот разногласия, может быть, человек от вас что-то скрывал, вот закрытая книга, то ли вы что-то скрывали. Давайте вот страшный суд я вам уточню. Это новые отношения или это человек из прошлого? Королева кубков. Ну, если у вас были отношения с женщиной водной стихии для мужчин, то здесь возрождение этих отношений. Но еще у нас здесь показывают беременную женщину. Королева кубков – это карта жены, возлюбленная, это карта матери. Да, у кого-то могут быть новые отношения. То есть здесь карта показывает любящую, влюбленную женщину. То есть вы смотрите по своей ситуации, или это кто-то новый, или это возрождение старой любви. Ну вот королева кубков может показывать, что состояли вы в браке, может быть, было что-то по крысам. Недопонимание, разлад, или вот какая-то тайна раскрылась. Может быть, у вас отношения были с несвободным человеком. По лилиям даже это может быть человек намного вас старше. Так, сейчас я еще одну карту. Поняла, это более старая. Шестерка мечей говорит, что вы на пороге новых отношений. Но вот, может быть, есть
какой-то страх или дискомфорт, почему вы будете сомневаться, вступать или не вступать в эту новую связь. Знаете, вот для кого-то, почему такая двойственная информация, для кого-то, может быть, есть у вас отношения с несвободным человеком. Да, может быть, человек статусный, может быть, он вас старше. Но здесь есть какое-то беспокойство и депрессия, потому что человек скрывает эту вашу связь, и непонятно вообще. Скорее всего, решение-то он принимать не собирается. Здесь может быть вот именно знакомство новое, но для этого нужно сначала выйти из каких-то длительных отношений, которые тянутся долго, и вступить в новые. Может быть, человек будет свободен. Кто-то может помириться, перевести отношения на другую стадию, но все равно вот шестерка говорит, если даже вы были с зависимым человеком в отношениях, может быть, вы расстались, вы опять помиритесь. И вот это осознание того, что, ну, опять я вступлю в эти отношения. Но ведь все будет продолжаться так же. Почему здесь есть фактор того, что вот вы будете сомневаться, стоит или не стоит наступать опять на одни и те же грабли. Да, может быть, по королеве кубков и ребенок у вас есть. Может быть, еще здесь и сильное чувство, но нет уверенности в будущем. То есть вот что меня ждет опять дальше? Все то же самое или будут какие-то перемены? Хорошо. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Тут у вас двойка кубков. Здесь или работать неофициально, может быть, какие-то есть предложения. Заработать вы сможете, но здесь нет постоянства. Или карта говорит, вот после Нового года очень много заказов. То есть вы работаете над каким-то проектом, а вам еще предлагают. Вот здесь вы будете взвешивать, потянете или нет вы эти два проекта, потому что здесь очень много пажей. То есть какие-то предложения, шансы заработать будут. Еще двойка может говорить, что большой объем работы, тут придется вертеться, как белка в колесе, но по двойке вы справитесь. Также могут здесь прийти какие-то сообщения, может быть, даже небольшие выплаты, премии или повышения. Но по двойке это незначительное. Если вы сейчас планируете что-то начать, вот какой-то новый проект, может быть, денег нет, нужно кого-то заинтересовать. Карта говорит, вот может быть для новых начинаний вот эта неделя пока не самая лучшая. Мы же знаем сейчас ретроградный Меркурий, да, вот будет очень сложный старт. Наверное, еще чуть-чуть подождите. Сейчас наоборот, как бы время для того, чтобы доделать какие-то старые отложенные дела, проекты, доводить их до ума, получать свою прибыль. Но вот новые начинания пока подождите. Для тех, кто в поиске, ну здесь карта как бы советует еще получать знания новые для того, чтобы найти хорошую работу. Может быть, это обучение через интернет, какие-то курсы. Также это сбор информации, это коммуникации. То есть подавайте резюме, отправляйте какие-то заявки. Ну, может быть, здесь, знаете, есть шанс найти работу, опять же, при помощи какого-то влиятельного человека. Это может быть вот эти колл-центры, связь с общественностью, раздача каких-то листовок, может быть, мелкий бизнес, что-то связано вот с рекламой, IT-технологии, программисты, переводчики, да, у нас еще Паш– это изучение иностранных языков. То есть здесь нужно проявлять просто активность. Да, показывайте себя. Есть шанс присоединиться к какому-то проекту или начать даже что-то свое, но опять вот при чьей-то протекции. Потому что с деньгами, конечно, здесь кризис. Да, это не карта краха, это карта временных финансовых трудностей. Ну, праздники прошли, она может говорить, что какие-то неоправданные траты могли привести к тому, что вам сейчас придется подтянуть пояса. И в то же время пятерка всегда говорит, если трудное финансовое положение, вот по крысам, есть шанс обратиться к кому-то, ну, как я уже говорила, это или родители, старшее поколение, покровитель, который окажет вам помощь в этом вопросе. Ну и в конце этих 7 дней у кого-то может быть праздник какой-то в доме, это может быть день рождения, подготовка к свадьбе, может быть вопрос
с недвижимостью, там ремонт. Вот во что вы здесь собираетесь вкладываться? Может быть, тратите, например, на улучшение своих жилищных условий, да? Может быть, окончание ремонта. Еще, конечно, это карта получения результата. Это когда человек над чем-то трудился. Ну и опять же здесь показывает сплоченную команду. То ли здесь решение вопросов там с работой, какие-то проекты. То есть вы над чем-то трудились, вот сдали проект, получили свою прибыль. Или здесь домашние дела. То есть или вы будете отмечать какое-то радостное событие, например, в вашем доме, или, может быть, вас куда-то пригласят на какой-то праздник. А совет предупреждения ложится паж жезлов. Да, вот у вас 4 пажа. Как совет, все-таки это паж. Тут есть момент или риска, или какой-то незрелости в каких-то вопросах. Но тут пажи ложатся и на семью, в семейные дела, и на работу. Карта как бы может говорить, что тут жезл у нас это амбиции, это огонь, это страсть. Она может говорить, что в каких-то новых начинаниях, в проектах не переоцените свои возможности. И если вам поступит в эти 7 дней какое-то предложение, это может быть партнерство по работе, это может быть предложение о новой работе. Вот почему вы здесь будете что-то выбирать и взвешивать. Может быть, вы где-то работаете, вам предлагают другую, да? Здесь карта говорит, примите решение. Но в совет она говорит, все-таки рассмотрите это предложение, воспользуйтесь вот этим шансом. Ну, а если что-то планировали, то начните новый проект, но, скорее всего, обратитесь к кому-то за помощью. А для тех, кто в поиске, карта говорит, обратите внимание на этого нового партнера или партнершу. Это может быть реально встретить свою вторую половинку. Давайте для вас получим совет. Единички, кто выбрал С3. Совет на неделю 17 по 23 от Веканского оракула для вас. Пентакль. Пентакль, но он перевернутый. Да, сейчас. Воспримите это как ответ «нет», о чем бы вы ни спрашивали. Если вы сомневаетесь относительно какого-либо вопроса или решения, перевернутый пентакль подтверждает правильность ваших ощущений. В этой ситуации наиболее мудрым решением будет не торопиться и подождать. Хорошо. Да, вот как раз я говорила, да? Если собираетесь начать что-то свое, вот может быть сейчас не самое удачное время. Ну, давайте еще получим для вас совет от королевы Луны. Единички для тех, кто выбрал С3, неделя с 17 по 23. Совет для вас. Wisdom – это мудрость. Есть какая-то ситуация в вашей жизни, может быть что-то, что вы пока не видите. И вам нужно приглядеться к этому более тщательно, проявить мудрость. А может быть еще вот обратиться за советом или помощью к мудрому человеку, который поможет вам эту ситуацию решить. Но здесь самое главное, нельзя торопиться и проявлять нетерпение, спешку. Ну, у всех этот вопрос может быть связан с чем угодно. Так, ну и хорошо, давайте мы посмотрим для вас маятник. Наверное, я положу на камушек. Ответ на ваш вопрос, да или нет. Первый вариант для тех, кто выбрал С3, недели с 17 по 23. Маятник, ответь, пожалуйста, на их запрос, да или нет. Ну, не на этой неделе. Пока ответ нет. Так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Двоечки, приветствую вас. Давайте посмотрим для тех, кто выбрал белый кристалл. Что вас ждет на недельке с 17 по 23 января. Ну, посмотрим сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов.
Оракул нам дадут совет, и в конце будет у нас маятник. Ответьте на ваш вопрос, да или нет. Второй вариант, белый кристалл. Что вас ждет на неделе с 17 по 23? Так, у нас здесь выпал король кубков. Ну, у кого-то здесь может быть любовь. Это или новое знакомство, или улучшение отношений уже в имеющихся. Но все-таки здесь карта короля. Может быть, у кого-то предложение руки и сердца, у кого-то известие, например, о беременности. То есть у человека полная чаша любви. Для кого-то это врач, который принесет вам хорошие новости или исцеление. Но еще это может быть поддержка от человека, который к вам хорошо относится. Может быть, это ваш друг, родственник близкий. Это человек заботливый, и если вы к нему обратитесь, он сделает все, что в его силах, чтобы вам помочь. Так, хорошо. Не знаю, к какой сфере относится этот король. Но на чью-то поддержку рассчитывать вы можете. Сейчас мы посмотрим. Да что ж такое-то? Ну, смотрите, если были какие-то ситуации, когда вы что-то теряли, кого-то или что-то, то в эти 7 дней у вас появятся какие-то надежды и перспективы. Если вы потеряли работу, то ли вы можете начать свой проект, то ли присоединиться, то есть показать себя миру. Если у вас были, например, потери любви, отношений, здесь карта может говорить о знакомстве. Если какие-то планы не осуществились, какая-то мечта или какое-то желание у вас может исполниться в эти 7 дней. Если у кого-то были срывы беременности, то здесь карта говорит, что при помощи врача человек может дать вам надежду стать мамой или стать родителем. Так, не отпускают, не дают мне разложить. Так, второй вариант. Давайте мы посмотрим неделя с 17 по 23. Что у вас будет происходить в начале этой недели? Так. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Так, у нас здесь 2 королевы. Угу. Так, хорошо, работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Вот у вас эта звезда легла. Сюрприз, неожиданность или на чем-то Ленорман хочет сделать вам акцент. Второй вариант для тех, кто выбрал белый кристалл. Вот знаете, прям идет сообщение. Если вы хотите стать родителями, занимайтесь сексом и поактивнее. Якорь — это стабильность, но тут нет движения. Вот здесь вам советуют проявлять вот эту активность, да, для того, чтобы аист вам принес малыша. Еще если у кого-то есть какая-то ситуация, которая не решается долго, вот заикаренность, невозможность этот якорь вырвать с места. Здесь опять вам советуют проявлять какие-то очень активные действия. У кого-то, может быть, произойдет переезд. Вот здесь у нас 2, да, это может быть знакомство, но еще это может быть заключение какого-то договора, может быть покупки, продажи. То есть это карты могут говорить о переезде. Но здесь опять все будет зависеть от вашей активности. Так, хорошо. Еще, знаете, здесь могут быть ссоры по пустякам. Например, дома. Да, старайтесь не срываться на своих близких. У кого-то, может быть, наконец-то вы займетесь спортом. Да, вот эти перемены
который вы внесете в свою жизнь. Это якорь, да, это мало движения. Вот, может быть, вы запишетесь, например, в спортзал, пойдете заниматься фитнесом, йогой, ну, всем чем угодно. Это большая активность. Ну или хотя бы пешие прогулки. Это приведет к хорошим переменам в вашем здоровье. Хорошо, в начале этих 7 дней двойка. Ну, это заключение договора. Это может быть партнерство в работе, это может быть новая любовь, перемирие, вот если вы тут ссорились. Также карта может говорить о подписании важных документов. Вот два человека что-то подписывают. Это может быть предложение о партнерстве в бизнесе. Это может быть новая работа. Также это заключение сделок. И здесь у вас ложится еще и королева мечей. Это какая-то официальная фигура. Может быть, это нотариус, адвокат, а может быть, даже судья. Или для подписания этих документов вам нужно будет, вот если у вас переезд, тут может быть покупка, продажа недвижимости, может быть, вам нужно будет обратиться, например, к юристу. Да, если вы в поиске любви, то здесь новые знакомства. Здесь показывают королеву кубков. Вообще это влюбленная женщина, то есть женщины сами влюбятся, а мужчины познакомятся. У нас там выпадал король кубков и звезда. То есть тут может быть какие-то новые перспективные отношения. Может быть знакомство по удаленке. Почему Айс ложится? Это может быть человек живет где-то от вас далеко. Ну давайте посмотрим королеву мечей в отношениях. Конечно, это может быть кто-то третий, кто вмешивается в ваши отношения. То есть вот у вас есть стабильный брак, стабильные отношения. Но вот все-таки у нас метла это не только секс, это еще и конфликты, ссоры. Может быть, здесь какой-то третий человек вносит в вашу жизнь раздрай. То это, конечно, карта советует от этого отстраняться, то есть переезжать. Ну, давайте мы уточним королеву мечей. Еще это может быть врач. Да, может быть тайное влияние какой-то дамы. Скорее всего, это чья-то мама. У кого-то может быть отношения с несвободным человеком, из-за этого у вас постоянно ссоры. То есть как бы карты говорят, любовь есть, взаимопонимание есть, но из-за того, что человек не свободен, вы постоянно пытаетесь его как бы, его или ее из своей жизни убрать. Это вносит нестабильность в ваши отношения. Вы из-за этого ссоритесь, потом бурно миритесь. Так, сейчас еще одну карту. Ну да, вы то ссоритесь, то миритесь. Но у кого тайное влияние какой-то дамы, которая вмешивается, здесь один только совет: уезжайте. Съезжайте, живите отдельно. Тогда отношения наладятся. И ваши отношения тоже стабилизируются. Изыскивайте возможности, чтобы съехать. Ну а кто вступил в отношения с несвободным человеком, вы же понимали, что человек не свободен. Пока это все будет продолжаться. Ну, мы смотрим неделю. То есть мы то ругаемся, то миримся. Тут и чувства есть, и секс у вас есть. Ну, вот. Такой любовный треугольник. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, я уже тут сказала, женщины сами влюбятся, а мужчины обретут вот такую влюбленную женщину. Здесь новое партнерство. Ну, в совет у нас выпадал король кубков, это тоже влюбленность и хорошие перспективы для этих отношений. Даже если человек где-то далеко, все равно общайтесь хотя бы через интернет. Так, ну что у нас в работе здесь? Да, может быть и потеря работы, или отказаться от каких-то планов, которые вы не смогли реализовать. Может быть даже какой-то конфликт на работе, который приведет к нарушению стабильности. Здесь еще, знаете, может быть, вам предложат какую-то перемену, то ли работы, то ли вам нужно будет куда-то уехать, а у вас в планах этого не было. Если у вас было партнерство, здесь вы можете разругаться с человеком в пух и прах, разорвать отношения. Может быть, человек как-то повел себя некорректно. Ну, давайте мы эту тройку уточним. Потому что тройка — это может карта говорить и о предательстве. Ну, здесь в любом случае обнуление. Кто-то, может быть, уходит с одной работы
Или вы закрываете свой бизнес. Тут шут. Кто-то может куда-то уезжать. То есть это может быть даже иммиграция с целью работы. Если вы уходите с какой-то работы, закрываете бизнес, тут может быть даже новая сфера деятельности. По шуту это прыгнуть во что-то новое, рискнуть. Ну, по тройке мечей, скорее всего, здесь даже риска-то и нет, потому что здесь от чего-то вы отказываетесь или что-то вы теряете. Но шут может говорить, что здесь у вас, вот в этой новой сфере, то ли еще не хватает опыта, то ли это вообще новое место. Может быть, кто-то отправляется вообще куда-то на заработки. Но, скорее всего, перспективы-то у вас появились хорошие. А может быть, вы очень долго этого ждали, потому что звезда, она у нас медленная карта. Для тех, кто в поиске, пятерка, да, пятерка мечей, ну, она может показывать суету, повторяющиеся действия, какие-то предложения поступают, потом то ли отказывают, то ли что-то не то. Вот человек суетится, очень много активности, а результата нет. Тут какие-то происки врагов еще, нападки. Еще карта может показывать, что вы уже злитесь, потому что ничего не получается. Может быть, вам тут совет сейчас посмотреть. Давайте для вас получим совет. Потому что здесь вот от этой карты идет какая-то агрессия. А вот вы ищете работу. Ну, давайте посмотрим. Ну, во всяком случае, не в эти 7 дней. Но десятка уже говорит, что какая-то сложная ситуация подходит к завершению. Или вам нужно, знаете, если понимаете, что вот ищете в каком-то одном месте, в какой-то отрасли и бесполезно, то значит нужно отказываться и искать где-то в других местах. Перенаправить свой взгляд на другое направление. Может быть, совет обратить внимание на то, чем вы сами обладаете, какими талантами, дарованиями. Может быть, что-то свое. В деньгах у вас здесь ложится колесо фортуны. Это может быть какие-то другие деньги, на которые вы не рассчитывали. На кого-то может свалиться неожиданное наследство. Вот королева мечей, да, нотариус, я говорила, и пожилая дама. Может быть, вам наследство оставят, на которое вы не рассчитывали. Кто-то может срубить хороший куш, или фортуна сейчас будет вам сопутствовать. То есть, если вы проявите активное действие, вы можете сдвинуть вот этот якорь, который приведет к тому, что в вашей жизни начнутся перемены. И вот здесь вот нужно подсуетиться и попытаться поймать вот эту птицу удачи за хвост. Но это именно на финансовую сферу ложится. Иногда колесо фортуны показывает дорогу. Вот, может быть, для тех, кто уходит здесь с одной работы и куда-то уезжает, то есть вам подфартит улучшить свое финансовое положение. Если поступят какие-то предложения, рассмотрите, то здесь тоже можно повысить свой финансовый уровень. Тут может быть еще вот этот договор какой-то вы можете здесь очень удачно, например, если вы ищете недвижимость, может быть, человек куда-то уезжает и сбрасывает недвижимость за совсем смешные деньги. Вот здесь как раз карта и говорит, вот, смена места жительства, но ваше активное действие здесь нужно будет подсуетиться. И по метле нужно решение принимать быстро. Может быть, покупка чего-то хорошего, какого-то дома, квартиры и за очень хорошие деньги. А в конце этой недели тут какие-то ограничения. Ну, кто-то может почувствовать себя плохо, может быть, насморк. То есть это могут быть ограничения по здоровью. Да, поаккуратнее, вот если скользко на улице, да, смотрите под ноги. Еще, может быть, в решении каких-то вопросов будет какая-то затяжная ситуация, что-то извне. Ну, как правило, восьмерка – это временное ограничение. Поэтому здесь просто нужно проявлять осторожность. Да, вот для тех, кто начнет заниматься спортом, но тоже нагрузки-то распределяйте, потому что восьмерка – это может быть вот перекачайте мышцы и потом тяжело будет двигаться. Как вариант это тоже может быть. Совет предупреждения у нас звезда.
Ну, всегда эта карта надежды, это исполнение желания, но, может быть, она всегда говорит: понимайте, что все-таки звезды далеко, и воплощение вот этой мечты или желания произойдет не так быстро, как вам хотелось бы. Но вот это ваш настрой на то, что у меня все получится, и вот это желание исполнится, оно говорит, что как раз и приведет к реализации. Поэтому, как совет, она говорит: поверьте в свою мечту, даже если другим она кажется несбыточной. Ну, давайте получим для вас советы. Двоечки. Для тех, кто выбрал белый кристалл. Совет от Веканского оракула на неделю с 17 по 23. Совет для двоечек на неделю с 17 по 23. Так, ну это у нас рогатый бог. Сейчас. Возьмите на себя управление ситуацией с добротой и уверенностью. Если вам предлагают лидерство, примите его со смирением, но без ложной скромности. И не забывайте относиться с уважением к тем, кто обращается к вам за покровительством и защитой. Хорошо, и у нас еще совет от оракула Королевы Луны, двоечки. Давайте получим на неделю с 17 по 23 для вас совет от этого оракула. Так, это у нас релиз, отпускание. Ну, карта говорит: отпустите то, что больше вам не нужно. Освободите место для чего-то нового, которое приходит в вашу жизнь. Не держитесь как бы за старое, не держитесь за прошлое. Перед вами открываются какие-то новые пути. Но, как говорится, как гардероб освободить, вы выбросите какие-то старые вещи, которые вы не носите, чтобы вы туда повесили что-то новое. Давайте посмотрим, что нам ответит маятник для второго варианта. Маятник, ответь, пожалуйста, двоечкам. Для тех, кто выбрал белый кристалл. Ответ на их вопрос, да или нет, на неделе с 17 по 23 января. Ответ да. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Всем хорошего. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Хорошо. Давайте посмотрим, что ждет троечек. Для тех, кто выбрал лазурит, что вас ждет? Да, троечки, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделю с 17 по 23 января. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса и финансов. Получим советы от оракулов, и маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Третий вариант – лазурит. Неделька с 17 по 23. Что у вас будет происходить в начале этой недели? Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас? Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансовые вопросы. Что вас ждет в конце этих 7 дней? Совет или предупреждение от Таро. Да, много мечей у вас. Сюрприз, неожиданность для троечек. Или на чем-то ненормально хочет сделать вам акцент.
недели с 17 по 23. Сюрприз или неожиданность? Смотрите, здесь вот для тех, кто в браке, например, да, в отношениях крепких, повешенный, здесь карта показывает, что у вас сейчас очень серьезные проблемы с деньгами. То ли у вас кто-то занял и не отдает, то ли вы у кого-то заняли, отдать не можете. Здесь карта вам советует обратиться к какой-то женщине. Это может быть какая-то ваша родственница, или это какой-то консультант, который поможет вам этот вопрос решить. Вот иерофант. Почему иерофант в деньгах? Это может быть или мама, ну, член вашей семьи, кто вам одержит помощь или поддержку в финансовых вопросах. Или, опять же, это человек, эксперт или специалист своего рода, который вам этот вопрос может помочь решить. У кого-то может быть здесь потеря работы, или вы уже в поиске, но никаких перспектив. То есть вот пятерка, да, много или конкуренции, или какие-то отборочные вы проходите, но других выбирают. То вот здесь, может быть, придется потратиться на какое-то обучение, чтобы найти хорошую работу. Потому что вы входите с 8 мечей, а выходите с 10. То есть вот эти ограничения в конце этих 7 дней уже заканчиваются. То есть встает солнце, появляются какие-то новые перспективы. Но для того, чтобы эти перспективы в вашу жизнь вошли, вы должны отказаться от каких-то планов, от чего-то. То есть закрыть одну дверь и открыть другую. В совет вам говорят, тут все будет зависеть от вас. То есть есть какие-то качели, есть какие-то сомнения и переживания по поводу какого-то выбора. И этот выбор в эти 7 дней вы должны принять. Также это могут быть, конечно, ограничения по здоровью, потому что вот все-таки эти две карты могут показывать проблемы со здоровьем. Но тут, знаете, может быть, что-то ограничивает ваше передвижение. Может быть, у вас, там, не знаю, перелом. То есть вот что-то вас там или скрутило поясницу. Здесь, конечно, в конце этих 7 дней вам советуют обратиться к врачу, который поможет вам избавиться от этой боли. Может быть, вот эта карта говорит идти, не идти, но тут вам все советуют, карты как бы, что нужно предпринять какие-то действия. Давайте мы уточним эту 8. Также это могут быть ограничения с финансами, ограничения с работой. Это могут быть ограничения в отношениях, потому что здесь у нас повешенный лег. У кого-то, может быть, вы ограничиваете себя в любви, но у вас тут появляется новые знакомства. И 2 говорит сомнения, потому что меч это всегда мысли. Вступать, не вступать в новую связь. И тогда карта показывает, что вы выходите из периода одиночества. То есть у вас встает солнце. Солнце несет нам счастье, любовь, семью. Давайте посмотрим 8-ку-то. Ну вот 2, да, 2. 2 это стоять на развилке. У кого-то может быть любовный треугольник и сомнение, оставаться в этом треугольнике или уходить. Или его заканчивать. Например, мужчина, у вас есть брак, но и появился какой-то любовный интерес. Здесь очень много 2, да, это колебания. Совет, конечно, карта говорит, слушайте свою интуицию, что вам подсказывает? Вернуться в семью или начинать новые отношения, заканчивать брак. Ну, что-то вам в конце этих 7 дней придется закончить. Если это по поводу идти, не идти в больницу, то есть, конечно, карта советует идти. Обратить внимание на свое здоровье. Хорошо, давайте посмотрим для тех, кто в отношениях в браке, с чем у вас связан повешенный. Это может быть, конечно, трудности с финансами, да, вот долги, кредиты, и вы не знаете, как из этой ситуации выпутаться.
Также может быть какая-то ситуация решения вопроса затянулась. Никак вы не сдвинете это с мертвой точки. Ну, а также это попасть в любовный треугольник, состояние жертвы. Ну, давайте посмотрим. Мгм. Вот я говорю, вам придется здесь черту под чем-то подвести, обрести свободу, обнулиться, может быть, даже рискнуть, но принять какое-то решение. Потому что по шуту и по повешенному это находиться в каком-то положении в неустойчивости. У кого-то здесь ребенок рождается. Да, смотрите, у нас малыш идет головкой вниз, да, и здесь ложится шут. У кого-то здесь роды. То есть заканчивается, может быть, тяжелые роды были, тяжелая беременность была. То здесь в конце этой недели у вас произойдет рождение малыша. То есть вот женщина обретает освобождение. Потому что когда вот беременность, да, то есть вы в чем-то себя ограничивали. Ну, беременная женщина многого себе не может позволить. Здесь идет карта освобождения родов. Ну, кто-то уходит из любовного треугольника, получает свободу. Кто-то выходит из какого-то подвешенного состояния, тоже освободиться от всего. Может быть, вот все-таки при помощи какой-то женщины. Она вам поможет, то ли финансовые здесь вопросы решить. Но, скорее всего, это произойдет в конце этих 7 дней. А для тех, кто в поиске, я уже говорила, здесь может быть самоограничение, стоять на новом жизненном пути, знакомство. Но здесь вы должны сами принять решение, выйти вот из этой изоляции, закрытия. То есть тут карта говорит, что у вас кончается одиночество. Но вы должны быть к этому готовы. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Здесь ложится королева жезлов. Ну, королева жезлов — это лидер. Карта может показывать, что вы занимаете какое-то лидирующее положение. Может быть, это администратор, менеджер, руководитель. А может быть, вы работаете на себя, занимаетесь своим бизнесом. Но это успешный развивающийся бизнес, успех в делах. Может быть, благодаря сотрудничеству с такой дамой. Здесь может быть какое-то предложение, вот что-то с деньгами, например, вы своим бизнесом занимаетесь, ну и что-то все подвисло, может быть, из-за этих праздников или вот из-за того, что в мире происходит. Здесь может быть помощь от какой-то дамы, может быть предложение о партнерстве, может быть предложение, какой-то заказ вы получите. Давайте одну карту. Или это ваш руководитель, который, может быть, назначит вас на новую должность. Да, здесь мир. Но мир — это смена одного этапа нашей жизни и начало следующего. У кого-то здесь может быть предложение, вот еще у нас тут рыцарь, у кого-то здесь может быть предложение уехать куда-то на заработки, вот выйти из этой изоляции, да, ну, тут больше для женщин. Тут или для женщин, или от женщины поступит предложение. Потому что рыцарь Пентакли — это поездки на заработки, это, может быть, командировки. Но так как здесь мир ложится, тут, скорее всего, переезд в другую страну. Почему здесь ограничения-то? Может быть, вот не можете выехать, ждете что-то. То ли ждете работу за границей, то ли ждете какого-то приглашения. Вот карта говорит, в конце этих 7 дней вот эта ситуация подходит к концу. Или это может быть предложение по работе, что-то связано с миром, да, это или иностранные компании, или это интернет. Здесь какие-то хорошие перспективы. Поэтому здесь карта показывает, или вы сами предпринимаете какие-то действия, да, или вот идет помощь от этой дамы. Вот как я и здесь говорила, что-то связано с работой, с деньгами. Хорошо, для тех, кто ищет работу, то тоже может быть содействие какой-то дамы. Но еще это, конечно, конкуренция, это предложение, когда мы рассылаем резюме, это участие в каких-то отборочных там конкурсах, да, вот приглашают на собеседование, но здесь есть фактор того, что вам нужно будет себя показать, чтобы выбрали вас. Но еще, конечно, это карта вот суеты,
много очень ваших активных действий не приводит ни к чему. Давайте вам здесь совет посмотрим. Совет. Ну, во-первых, не опускайте руки, не поддавайтесь каким-то соблазнам, манипуляциям. То знаете как? Да, вот действий много. Дьявол — это получить хорошую работу с хорошими заработками. Но вы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Здесь вам по деньгам говорят, нужно учиться. Если хотите хорошее место, ну, должны быть профессионалы. Но для этого придется тратить финансы на обучение. И если вы участвуете в каких-то конкурсах и понимаете, что вам предлагают какую-то работу, практически ничего делать не надо, и деньгами вас там засыпят, вот здесь вот будьте аккуратнее. Скорее всего, это обман. Ну и еще не идите на соблазны кого-то обойти, но какими-то нечестными методами. И не втягивайтесь ни в какие авантюры. Вот здесь вам в совет говорят, слушайте свою интуицию. Если понимаете, что какое-то нечистое предложение, ну, лучше, наверное, не соглашайтесь. Могут обмануть просто. Знаете, как вот берут на исправительный срок. Человек месяц работает, выкладывается полностью. Ему говорят, мы посмотрим, если вы хорошо справляетесь, мы вас возьмем. А получается, вы месяц отработали, они говорят, нет, вы нам не подходите. И берете такого же, и берут такого же человека, а вам отказывают. Ну, вот такие аферы, когда человек бесплатно трудится месяц. Ну, то есть вот здесь вот будьте аккуратнее, чтобы вас не обманули. По финансам тут еще может быть не только траты, а еще помощь от семьи. Кто-то может получить предложение от какой-то иностранной компании. Это, знаете, присоединиться к какому-то закрытому обществу или, как я говорила, иностранцы. Но если вы тут уезжаете в эмиграцию, здесь карта говорит, здесь вам придется подчиняться законам той страны, куда вы едете. Да, будьте аккуратнее, потому что это будет бить вас по рублю. Ну, например, соблюдайте там правила дорожного движения, не как у нас в России, да, все ездят как хотят. И узнайте законы той страны, с которой вы тут собираетесь или работать, или уезжать. У кого-то могут быть траты на венчание, бракосочетание. Ну, тут или у вас это происходит, или, может быть, в вашей семье. Вот шут, да, может быть. Я здесь не уточнила по браку. Это может быть, знаете что? Какой-то религиозный обряд. Может быть, кто-то будет крестить малыша, тратиться. Ну, так быстро я не знаю, в принципе. Но в любом случае здесь траты на какую-то церемонию. Ну, в конце, я говорю, у вас тут или вам нужно от каких-то планов отказываться и ставить новые задачи, или у вас завершается какая-то очень долго тянущаяся ситуация, которая никак не решалась. Давайте мы одну карту посмотрим с этой десяткой, что у вас. У кого-то обретение гармонии в семье, у кого-то свадьба, у кого-то рождение малыша. Кто-то может найти работу в какой-то слаженной команде. Да, и здесь вы можете показать себя как специалист, но обрести еще единомышленников. И обрести стабильность и удовлетворение вот в вашем доме, в вашей семье. Может быть, это, вот я как говорила, переезд, например. То есть здесь карта говорит об исполнении желания, связанного с вашим домом, с вашей семьей. Но это эмоциональное благополучие. Но, скорее всего, в совет все-таки вам говорят, что какое-то решение вам придется принять. Если это были зависимые отношения, то есть у вас была семья, но у вас кто-то появился на стороне, здесь вам придется от этих отношений освободиться, скорее всего, все-таки вернуться в вашу семью. Так, ну не буду повторяться. Да, здесь еще и у кого-то рождение малыша. Да, давайте для вас получим совет от Веканского оракула.
Здесь еще при принятии решений все-таки слушайте свой внутренний голос. Третий вариант — лазурит. Совет на неделю с 17 по 23 для вас от Веканского оракула. Так, 14 перевернуто. Сейчас. Эта карта называется Йоль. Сейчас у вас может не быть желания переключиться на позитивные мысли или начать искать новые основания в своей вере. Иногда бывает хорошо просто побыть в угрюмом настроении, ничего не предпринимая по этому поводу. Но следите, чтобы этот период не затянулся слишком надолго. Ну и давайте еще совет получим от оракула Королевы Луны. Третий вариант — лазурит. Недели с 17 по 23. Так, реализация. То есть карта говорит, когда мы что-то осознаем, у нас приходит понимание в каком-то вопросе. Но здесь для вас очень важна самооценка вас в этой ситуации. Вот когда мы принимаем свою жизнь такой, какая она есть, для нас бывает вот это осознание очень сложным. Нам может не понравиться то, что мы обнаружим, но вот без этого осознания и понимания, а воспринимаем ли мы их как негативные или позитивные, мы не сможем измениться и вырасти. Такой для вас совет. Ну и давайте посмотрим маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, троечка. Для тех, кто выбрал лазурит. Ответ на их запрос «да» или «нет» на неделю с 17 по 23 января. Ответ для вас нет. Но вот эта десятка все равно говорит, что что-то подходит к концу. Может быть, вот это произойдет на стыке вот этих двух недель. Так у нас получился третий расклад. Я благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам хорошего. Ну и у нас осталось четверочки. Для тех, кто выбрал топаз. Давайте посмотрим, что вам принесет неделя с 17 по 23 января. Ну, посмотрим сферу отношений, карьеры, работы, бизнеса, финансов. Получим советы от оракулов. И маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Что ожидает? Четвертый вариант для тех, кто выбрал топаз на неделю с 17 по 23. Что у вас будет происходить в начале этой недели? Что вас ждет в отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 7 дней? Совет или предупреждение от Таро. Ой, ну какие у вас карты хорошие. Четверочки. Так, ну давайте еще посмотрим. Сюрприз, неожиданность. Ленорман. Или на чем-то он сделает вам акцент. Четвертый вариант. Топаз. Неделя с 17 по 23 января. Ой, ну у кого-то здесь знакомство с таким мужчиной загадочным. Конечно, дневник может показывать, и что человек будет что-то скрывать. Или, знаете, здесь тройка мечей.
Здесь карта говорит, что человек закрыт. Он прожил какую-то потерю. Ну, мы смотрим для тех, кто в поиске любви. Скорее всего, потерю любви, отношений. Может быть, даже вы пережили предательство. Здесь человек, приходит мужчина для женщин, который вот своей силой, защитой, надежностью выведет вас из состояния закрытия. Конечно, тут и по работе для мужчин очень хорошие перспективы в финансовой сфере. Тут у вас десятка кубков и солнце, и тут еще в совет десятка пентаклей. Здесь вы, может быть, вкладывались в какой-то проект, дело, вот над чем-то трудились. Здесь вас ждет очень хорошее финансовое благополучие. То есть вы обретаете здесь и известность, и мощь, силу. Может быть, даже карты и вас показывает, или при помощи какого-то покровителя. Это может быть и ваш начальник, может быть, какой-то ваш родственник. Или эта карта показывает вас. Еще здесь, может быть, знаете, присоединиться к какому-то проекту. Это какое-то полезное знакомство поможет вам выйти на новый уровень в работе. Но здесь может быть помощь и по деньгам, конечно. Я говорю, у вас очень хорошие перспективы. В начале этой недели у вас тут какая-то суета, то ли тут борьба с конкурентами, то есть вот эта пятерка у вас переходит в шестерку, то ли вас тут приглашают на какие-то собеседования, или у вас есть какой-то проект. Вот что-то, что вы хотите реализовать. Тут то ли получить предложение и новую работу, то ли вам нужно заинтересовать какого-то человека, чтобы он в вас вложился. Но для этого вам нужно преподнести, как бы, знаете, как продать себя. Предложить этому человеку то, что он на вас заработает. Здесь вы одержите победу. Вы получите то ли финансовые вложения в вас, в ваш проект, то ли вы здесь получите хорошую работу. Тут потому что все-таки вот эти карты могут или вас показывать, ну тут больше для мужчин, или вот этого человека, который за вами будет стоять. Поэтому если вы сейчас будете искать какого-то покровителя, кто вас вложится, продолжайте это делать. Ваши действия приведут к успеху. Но тут надо вам будет просто постараться. Конечно, это еще может быть конкуренция. Да? Это конкуренты, завистники, соперники. Но опять же, тут, например, вы хотите что-то начать и понимаете, что очень много людей этим занимаются. Здесь вам предлагают то ли вложиться в рекламу, как-то себя показать, то ли проявить упорство. Даже если много людей этим занимается, у вас есть очень хорошие ресурсы, чтобы добиться победы. Шестерка – это для тех, кто ищет работу, это обретение славы, известности, это очень много клиентов, покупателей. Если это связано с интернетом, это подписчики, лайки, комментарии. То есть это карта успеха. Также, конечно, карта может показывать, что в начале недели вы можете столкнуться с очень большим количеством препятствий. Препятствия могут быть в виде закрытых дверей, людей, которые вас не хотят слушать. Или наоборот, кто-то вам дает какие-то дурацкие советы, которые вам совершенно не нужны. Здесь просто карта говорит о какой-то вот возне, суете. Ну, здесь вам просто нужно проявить как бы волю. Постараться, чтобы вас с этого пути не сбили. Если это касается, вот, как я говорила, нахождения работы, то здесь нужно рассылать свое резюме, коммуницировать с другими людьми, чтобы добиться успеха. Ну, карта говорит, проявите упорство, получите то, что вы хотите. Кто-то, может быть, на пороге новой любви. Это бороться с собой, чтобы вступить в эти отношения. Для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке, тут восьмерка. У кого-то может быть здесь переход на другой уровень. Вообще восьмерка всегда говорит находиться в начале очень долгих отношений, которые, как правило, приводят к браку. Если вы уже стоите в браке, здесь может быть переход на более зрелый уровень, или здесь вопросы связаны с вашей недвижимостью.
Тут в совет еще ложится десятка пентаклей, да, вкладываться в свою семью, в свой дом. У кого-то может быть начало строительства, ремонта, то есть улучшение ваших условий. Кто-то, может быть, для решения этого вопроса вам нужно будет встретиться с каким-то ресурсным человеком. Это могут быть ваши родители, ну или какой-то покровитель, который поможет вам вот этот вопрос реализовать, то есть связанный с вашим домом, семьей. Может быть, для кого-то это закрытая книга, это что? Это может быть получение, например, наследства и возможность вложиться в свою недвижимость. Или, например, восьмерка говорит, что вы получаете в наследство, например, какой-то убитый дом, или там жил пожилой человек, или вообще никто не жил. То есть тут надо будет в него вкладываться. Но в совет ложится десятка, то есть вы можете создать свое вот это семейное гнездышко. Но в любом случае тут какие-то хорошие перспективы именно связаны с финансом и благополучием в вашем доме, в вашей семье. Для тех, кто в поиске, вы на пороге любви. Да, ну, тройка мечей я уже тут озвучила. Тут самое главное вам одержать победу над собой, вступить в эти новые отношения. Но в конце недели уже солнце, да, это счастье, это радость, это любовь. Это наступают какие-то счастливые солнечные времена. Вообще это позитивный аркан. Но тройка мечей всегда говорит, это избавиться от какой-то прошлой обиды, потерь. То есть вот выйти из разбитого сердца. Работа, карьера, бизнес, да, тут десятка кубков. Но здесь работать в какой-то сплоченной команде. Может быть, у вас семейный бизнес, может быть, работаете вы из дома или с членами вашей семьи. Ну, вообще, десятка – это когда человек занимается любимым делом, ему и работа нравится, и коллектив, хорошие отношения с коллективом. То есть это вот работать с какими-то верными, надежными людьми над какой-то общей задачей, и здесь вы можете добиться очень больших успехов. Может быть, вы занимаетесь, например, отделкой помещений или строительством, вот улучшаете жизнь других людей. Может быть, у вас работа связана, например, с недвижимостью. То есть продажа, покупка, ну, это не обязательно. Но для тех, кто в поиске, я уже сказала, ваши действия приведут к победе. Да, тут уже я практически все озвучила. Вот финансы. Кто-то будет тратить на какую-то дорогу, у кого-то может быть переезд. Еще это открывается новый денежный канал, новый проект. Это вкладываться во что-то новое, начинать что-то. Тут всегда карта говорит, что если вы тут начинаете что-то, постарайтесь довести это до конца. Вот чтобы этот запал, который у вас появится, привел к тому, что вы это завершили и получили ваши финансы. Но также это может быть крупная сумма денег от какого-то ресурсного человека. И в конце этой недели Солнце. Солнце – это счастье, радость, это решение финансовых вопросов. Это может быть реализация в карьере, в творчестве, в работе. Это свадьба, это рождение детей, это обретение душевного равновесия. Еще это карта исцеления и выздоровления. То ли вашего физического здоровья, то ли это исцеление вашего разбитого сердца. А в совет ложится десятка пентаклей. Ну, в первую очередь она говорит, вкладывайтесь в свою недвижимость, в свой дом, в свою семью. Также это получение наследства, это решение каких-то вопросов, связанных с недвижимостью. Еще это смена статуса. Это смена обретения независимости для кого-то, финансовой в первую очередь. Для кого-то это обретение новой любви. Это человек, с которым вы можете создать очень гармоничную семью. Но вот для этого, конечно, мужчине придется постараться открыть вот эту книгу, достучаться до этого сердца, которое замкнулось в своей потере. Хорошо, давайте для четверочек получим совет для тех, кто выбрал топаз. Совет от Веканского оракула на неделю с 17 по 23 января. Совет для вас. Еще один жезл у вас. Причем прямой. Сейчас. Вы способны выполнить любое задание, если только призовете на помощь силу своей воли.
Творческие решения находятся прямо у вас перед глазами. Ловите момент и заставьте его работать на вас. Вся существующая магия в вашем распоряжении. Вам нужно лишь верить в себя. Так, еще совет от оракула Королевы Луны. 4-й вариант Топаз. С 17 по 23 января. Совет для четверочек. Так, это у нас Gratitude. Карта переводится как благодарность. Она говорит, будьте там, где вы есть, и будьте благодарны. Нам всегда есть за что быть благодарными, независимо от обстоятельств нашей жизни. Благодарность поднимает более низкую вибрацию до более высокой. Но не позволяйте окружать себя большим количеством негативных людей. Вот такой вам совет. Ну, давайте посмотрим ответ маятника. Маятник, ответь, пожалуйста, четверочкам для тех, кто выбрал Топаз. Ответ на их запрос «да» или «нет». Неделя с 17 по 23 января. Ответ «да». Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Всем хорошего.